Такого зверя нужно увидеть вживую. Есть два способа увидеть легендарного комодского дракона лицом к лицу. Первый – это когда он охотится на тебя. Второй – это когда ты в сопровождении специально обученного гида охотишься на него. Мы, как вы понимаете, выбрали второй вариант. Чтобы добраться от Бали до островов, где обитают эти ящеры, нужно либо несколько дней плыть на лодке, либо за пару часов долететь до ближайшего крупного острова, который находится рядом с заповедником Комода и является отправной точкой для поездок с гидом. Мы опять выбрали второй вариант. Мы продолжаем перемещаться по островам Индонезии, и сейчас мы прилетели на остров Флорес, чтобы отсюда добраться до острова Комода. Остров Флорес с первого взгляда приятно удивил своей инфраструктурой. Мы решили прогуляться пешком по Флоресу от аэропорта до нашего отеля. И первое, что мы заметили, что мы идем по плитке, по тротуару, и везде стоят урны с раздельным мусором. Впечатляет, потому что на Бали с этим проблемы. Пешком от аэропорта мы дошли до нашего отеля, заселились. На несколько дней этого вполне достаточно. И после заселения отправились выполнять несколько задач. Первое – это, конечно, нужно сразу найти лодку с гидом до Комода. К счастью, проблем тут с этим нет. Много разных агентств. Цены везде примерно одинаковые. Мы по традиции немного поторговались и забронировали место на лодке. В общем, мы купили билет на обычную лодку, нескоростную, по 600 тысяч за человека. Стартуем завтра в 6 утра. В нашем распоряжении будет 4 локации, среди которых как раз остров Комода. Там нам сказали, что в нашем распоряжении будет 1,5 часа. За 1,5 часа мы должны будем найти драконов и остаться в живых. После того, как эта задача была решена, мы отправились изучать город, в котором оказались. Вся жизнь здесь сосредоточена около порта. Мы нашли несколько симпатичных мест и даже парочку смотровых площадок. Но, пожалуй, самое главное здесь – это наличие удобной и красивой набережной. Как и любая другая во всем мире, эта набережная является главной прогулочной зоной в городе. Вечером это место является точкой притяжения и для туристов, и для местных жителей. Здесь все провожают закат. Мы несколько часов с удовольствием гуляли по ней и, честно, так и не смогли дойти до конца, настолько она огромная. А после отправились заниматься любимым делом – дегустировать местную кухню. В отеле нам посоветовали посетить городской рыбный рынок. Честно говоря, мы обалдели, насколько он оказался круче балийского и в чем-то даже разнообразней. Идем смотреть, что там есть за рыба. Тут нет неприятных запахов. Есть огромная комфортная зона со столами свободной посадки. И все чисто. Мы взяли лобстера и кальмара. Отдали за это 400 тысяч. Все что-то готовят, все что-то едят. А тут у ребят какой-то концерт. Ini hari pekan kedua ya.
Ладно, пойдем поедим. Что нам принесли нашу еду? Начнем тестировать. Вкусная еда. В общем, это наш рекомендацион. Ну что, друзья, время 5:30 утра, и мы собираемся на пристань, на нашу большую медленную лодку, чтобы ехать на Комодо. Организация этого мероприятия оказалась не идеальной, поэтому нам пришлось еще около часа сидеть на причале, ждать посадку на лодку. Выглядит вполне презентабельно. See you. И вот мы наконец-то отплыли к нашей первой локации по маршруту. Мы плыли около 2 часов и высадились на острове, где нужно забраться на вершину холма, чтобы увидеть, со слов гида, боголепнейший вид. Thank you. Okay. Прибыли на нашу первую остановку, остров Падар. Смотрите, какая красота. Так, ну что мы тут пока видим? Пока что мы видим здесь признаки инфраструктуры, да? Можно купить какие-то билеты. А, вот они, все правила. Да, слушайте, дрон нельзя. И что это такое? Пока поднимаешься наверх, сходить с тропы строго запрещено, так как попадаются змеи и время от времени на остров приплывают те самые комодские вараны в поисках пищи. Наверх. Чем выше, тем жарче, но и тем красивее. Посмотрите. Помаши, Оль. Вид сверху оказался и впрямь очень красивый. Мы немного позалипали и пошли обратно на лодку. Спустившись к воде, мы встретили оленей. Нас эта встреча впечатлила даже больше, чем вид на вершине холма. Мы привыкли видеть этих животных только в нашей климатической зоне, но, как оказалось, они коренные жители Индонезии. На территории этой страны их водится около 5 видов. После знакомства с этими местными жителями мы наконец-то отправились к главной цели нашей поездки – на остров Комодо, в национальный парк, где можно познакомиться с этими могучими ящерами. Ну что, мы добрались. Надеюсь, никого не сожрут. Мы на Комодо. Все фоткают предупреждение. После входа в парк мы сразу поняли, что это очень популярное место. Так, что-то у нас слишком много. Сейчас будет инструктаж.
Для начала нам объяснили, что мы пойдем по среднему, второму маршруту. Всего их там 3. Третий, самый крутой, предусмотрен для VIP-туров. В итоге нам провели инструктаж, объединили с другой туристической группой и в сопровождении 2 егерей мы отправились на поиски дракона. Нас ведут в группе примерно 30 человек. Мне кажется, немножко перебор. По пути мы встретили несколько оленей и даже кабанов. Все они тут живут в качестве пищи для комодского варана. Нас привели в место, куда все животные приходят на водопой. Тема такая, мы находимся на месте, где обычно драконы пьют и отдыхают в тени. Их очень сложно заметить, потому что они сливаются с цветом этой земли. Сейчас здесь несколько групп, и очень большая группа уже пошла смотреть комодских драконов. И мы ждем, пока они вернутся, потому что если нас будет еще больше, то они на кого-нибудь могут напасть. На всякий случай он посчитал всех людей, чтобы потом на обратном пути опять всех пересчитать, понять, сожрали кого-нибудь или нет. С появлением ящера все забыли про технику безопасности и начался какой-то хаос. Между ожиданием и реальностью оказалась пропасть. Все туристические группы привозят на остров в период жаркого солнца, когда вараны почти неактивны и в основном двигаются, чтобы добраться до водопоя. Поэтому огромная толпа людей спокойно его обступила и начала фотографировать в разных ракурсах. Но тем не менее галочку мы все же поставили. С самым большим ящером на земле мы познакомились, копилку впечатлений пополнили. Конечно, в другой раз мы поедем туда без группы, в удобное время, ранним утром или вечером, когда вараны активны, и пройдемся по большому маршруту с отдельным егерем, где можно будет увидеть много драконов и даже посмотреть, как они охотятся. Ну а пока нас везут на следующую запланированную локацию, которая входит в тур. Следующая наша точка – розовый пляж. Выглядит симпатично и романтично. Отлично подойдет для любителей пляжных фотографий. А мы немного поплавали и отправились дальше, уже на водную локацию. Нам обещали, что мы встретим скатов манта. Около часа мы их искали, но в итоге безрезультатно. И приближаясь к закату, поплыли обратно на Флорес. Nice to meet you too. Мы только что вернулись с нашего маленького путешествия на остров Комодо и на несколько симпатичных локаций. В принципе, нам все понравилось. Были нюансики. Да, в другой раз бы мы это организовали по-другому. Но, в общем и целом, все прикольно. Варанов хотелось бы увидеть побольше. Ладно. See you next time. Увидимся в новых интересных местах.